Всем привет! Это второй день нашего путешествия по Японии. 8 утра мы находимся в Токио и направляемся на первый пункт нашего назначения – Team Lab Borderless. Но по пути туда мы должны были что-то скушать, поэтому мы остановились в ближайшем 7-Eleven и оба взяли себе по кусочку жареной курочки, онигири и холодному латте. Team Lab Borderless – это интерактивный музей цифрового искусства, созданный японским арт-коллективом Team Lab. Этот коллектив появился еще в 2001 году, и в него ходят не только художники, но и программисты, инженеры, архитекторы и математики. Главная идея коллектива – это создание проектов, которые сочетают в себе искусство и технологии. Весь музей построен вокруг идеи движения и взаимодействия. Свет, звук и проекции реагируют на посетителей и постоянно меняются. Здесь нет никакого заданного маршрута, ты просто ходишь по залам и смотришь, как пространство вокруг тебя трансформируется. Вот эта комната меня особенно впечатлила. Она была как бы закруглена, и наблюдая за всем этим движением, начинала прямо кружиться голова, и ощущение было, как будто ты пьянеешь. Проекции двигаются, и они как будто живые. Они могут перемещаться между комнатами, поэтому даже возвращаясь в одно и то же место через какое-то время, оно может выглядеть совсем иначе. Время, которое ты можешь провести в музее, не ограничивается, но именно время входа ты должен резервировать заранее, когда покупаешь билеты. Мы брали билеты в тот же день, и как раз утреннее время было еще свободно. И на самом деле я скажу, что это даже было хорошо, потому что когда мы уже уходили, мы увидели очень большую толпу людей, которые только заходили туда. А когда мы приходили, людей еще почти не было. В целом я, несомненно, рекомендую к посещению. И хочу добавить, что вживую это ощущается совсем иначе, чем на видео. И многие комнаты вообще были слишком темные, чтобы там можно было снимать. Поэтому надо идти и смотреть своими глазами. А следующая наша остановка находилась всего в 10 минутах ходьбы – Токио Тауэр. Высотой 333 метра и весом около 4000 тонн, эта огромная конструкция является одним из главных символов Токио. Всего за 1500 йен можно подняться на основную смотровую площадку, которая находится на высоте 150 метров, и насладиться отличными видами на Токио. Ну и, конечно же, нельзя упустить возможность пройтись по стеклянному полу. Вдоволь насладившись видами, мы сели на метро и поехали погулять по Цукидзи. Это такой знаменитый рыбный рынок в Токио. Он был основан еще в 16 веке и долгое время был крупнейшим рыбным рынком в мире. Хотя в 2018 году основная торговля переместилась на новый рынок Тойосу, Цукидзи все еще живет и привлекает много туристов со всего мира. Если честно, не сказать, что мы были слишком сильно впечатлены. Да, там много всяких лавочек, где продается еда, но даже не слишком дешево, я бы сказал. Ну, надо учитывать еще, что мы приехали в среду, а оказывается, среда – это день, когда там многие лавки даже не открываются, и были мы там около полудня, когда многое уже, наверное, закрывается. Так что, если вы планируете посетить, то я рекомендую, наверное, приходить пораньше. Рынок открывается уже с 5 утра. Далее мы отправились в Одайбу, искусственный остров в Токийском заливе. Надо сказать, что в это время солнышко и 30 градусов жары начали давать о себе знать, и идти было уже достаточно сложно до станции. Но, что прикольно, поезд до Одайбы едет над землей, поэтому из окна там открываются очень неплохие виды.
Прибыв на Адайбу, мы начали совсем офигевать от жары и солнца, поэтому мы решили сделать небольшой перерыв на покушать и спрятаться от солнца в торговом центре, который там находился неподалеку. Тут же хочется отметить одну прикольную фишку, которая используется во многих ресторанах Японии. Это вот такие 3D-модели разных блюд, которые дают тебе представление о том, как выглядит то, что ты заказываешь из меню. Очень полезно для туристов, ты можешь просто посмотреть, что тебе нравится, сразу видишь цену и заказать это. И вот такие вот комплекты мы заказали себе с Олегом. После этого, с целью переждать пик жары, мы еще немного погуляли по торговому центру, посмотрели, там был какой-то аркадный центр, Crane Games, Олег взял себе мороженку, и мы отправились смотреть на знаменитую статую Гандамов. Эта статуя посвящена мобильному костюму Гандам из культового одноименного аниме. Сам я его не смотрел, поэтому много сказать не могу, но знаю, что это очень популярная тема вообще в Японии. Каждые пару часов по расписанию Гандам что-то делают. Я не знал, что он делает, но мне было очень интересно, поэтому мы решили остаться. Нам нужно было минут 20, чтобы посмотреть это вот маленькое шоу. И вот оно как бы для вас на видео. Unicorn Gundam! 行きます! Да, это все. В принципе, я не знаю, чего я ожидал. Ну ладно, забудьте про шоу. На самого Гандама посмотреть стоит. Статуя большая, детальная, и она все равно впечатляет. Идем дальше. По пути нам попался Токийский центр международного обмена. Там была куча разных флагов. Мы пытались найти латвийский, мы не нашли. Очень грустно. Японцы, исправьте, пожалуйста. Следующей нашей остановкой был музей науки в Одайбе. И если честно, нас обоих он совсем не впечатлил. Я там даже особо ничего не снимал, потому что меня как-то ни один из экспонатов не цепанул. Ну, там есть красивый глобус, который составлен из кучи маленьких экранов. Выглядит красиво, но все остальные экспонаты там очень надо вчитываться, прям смотреть, и мы были просто не в настроении. Уверен, что, наверное, там можно прийти на пару часов, и если ты внимательно вглядываешься в каждый экспонат и читаешь, про что он, то ты можешь получить от этого удовольствие. Но мы уже проходили 30 километров в первый день и где-то 20 километров второй день, и наши ноги уже отказывали, поэтому медленно шагать между экспонатами нам было уже не по силам. Но при этом вход в музей стоил каких-то 2,5 евро, так что, не жалко. Но за то, что там было прикольно и бесплатно, это терраса наверху, с которой можно было оглянуть Одайбу. Немножко посидев на террасе, мы отправились дальше гулять, и нашей следующей целью было посмотреть на Rainbow Bridge, или Радужный мост. Мост был открыт в 1993 году и соединяет район Одайба с центром Токио. Его длина почти 1,5 километра, а вечером включается подсветка, и мост красиво светится разными цветами. Отсюда и название «Радужный». Вид на мост потрясающий. Ну и, конечно же, рядом с мостом находится что? Правильно, статуя свободы. Окей, время идти на станцию.
И с небольшой пересадкой мы добрались до станции Шинджуку. Эд-станция это какой-то долбанный лабиринт. Сейчас вообще без привлечения мы потратили, наверное, минут 15, просто чтобы найти выход с этой станции и наконец-то увидеть небо. После столь необходимого кофе-брейка мы пошли изучать Шинджуку. Первым делом мы отправились в Омаида-Йокочо, также известный как Memory Lane. Это такой квартал, который представляет собой лабиринт из узких переулков, в которых расположены десятки маленьких ресторанчиков и баров, специализирующихся на якитори и других японских блюдах. Очень атмосферное место на самом деле, все эти яркие вывески, японские фонари, запах еды, дым от гриля и такие узкие улочки, люди сидят прямо у прилавков. Очень прикольно, очень вайбово. В итоге мы нашли себе место, где посидеть, тоже прямо у прилавка, где можно отлично понаблюдать, как повар готовит на гриле якитори. Якитори, если что, это по сути просто кусочки курицы, нанизанные на шпажки и поджаренные на гриле. Вообще, вся эта атмосфера мне очень понравилась, так что строго рекомендую. Ну а дальше мы отправились на главную улицу Синдзюку. Синдзюку это вообще очень оживленный район, жизнь там все время кипит. Миллион вывесок, ходишь как будто при дневном свете. Гуляя по Синдзюку, мы зашли в Кабукичо Тауэр и абсолютно случайно наткнулись на концерт какой-то идол-группы. В Японии идолы — это молодые певцы и группы, которые поют, танцуют и активно взаимодействуют с фанатами. Главное у них не только талант, но и образ, они как бы дружелюбные, яркие и как будто доступные для своих поклонников. Фанаты у таких идолов обычно очень преданные, ходят на все их концерты, бывает даже синхронно машут какими-то светящимися палочками, кричат специальные кричалки и поддерживают своих любимцев как могут. Иногда можно даже попасть на фан-встречи, где идолы общаются лично или обмениваются парой слов и делают фото с фанатами. Я могу только предположить, что эта идол-группа, наверное, была не самой большой, фанаты там были не очень активные, да и в основном все присутствующие выглядели как мужчины за 40, которые просто сидели в баре, и тут внезапно начала играть музыка. Хотя, кто знает, может быть, это самый преданный фанат. Вообще, это, конечно, не моя музыка, но если бы не Олег, который тащил меня почему-то дальше, я бы, в принципе, остался, посидел, немножко позалипал. Такая атмосфера интересная, прикольно танцуют. Достаточно интересно посмотреть. Ну, а мы отправились гулять дальше. И тут хочется сказать, что если вы вдруг когда-нибудь будете в Японии и будете гулять по району с активной ночной жизнью, вы, скорее всего, увидите на улицах зазывал, которые будут зазывать вас в какие-то бары. Скорее всего, это будут тоже какие-то иностранцы, на английском они будут вас звать, куда-то пойти с ними, предлагать напитки. Главное, ни за что не соглашайтесь и не идите никуда, потому что я слышал очень много историй про то, как это очень плохо заканчивается, и в лучшем случае вас разведут на деньги, а в худшем могут и подмешать что-то, ваши напитки. В общем, вам такого не надо, поэтому будьте осторожны.
А мы тем временем не спеша добрались до района Голден Гай. Голден Гай — это такой маленький, но очень атмосферный район с узкими улочками и прям крошечными барами. То есть там обычно больше 5-6 человек в баре не помещается, ты сидишь всегда за барной стойкой. Как часть этого экспириенса ты, скорее всего, общаешься с барменом. Ну и напитки там, конечно, не дешевые, то есть 1000 йен за баночку пива — это немного дорого. Нас в итоге зазвал один из барменов к себе в бар, он говорит: no cover charge, заходите. Мы зашли, сели, он такой: 1000 йен. Окей, понятно. Нам дали по баночке пива, и в принципе этот бармен не особо-то и хотел с нами общаться, там видно, что он чисто зазывает вот так вот на свой no cover charge человека, чтобы он ему один напиток купил, и потом ушел. Он даже не пытается тебя как-то удержать. Потом мы еще немножко прогулялись по этим улочкам и в итоге зашли все-таки в еще один бар. Там барменша уже была немного более дружелюбная, пыталась с нами общаться на том английском, на котором она могла. Конечно, у японцев английский не слишком хороший, но в принципе здесь было не так плохо. Самое главное, что там были какие-то другие иностранные туристы, с кем мы тоже смогли немножко пообщаться. В итоге, на самом деле, мы провели там около 2 часов и познакомились с людьми, и в целом неплохо провели время. Вот так вот и прошел наш второй день в Токио. Надеюсь, вам понравилось и было интересно это смотреть. Ну а в следующем видео мы покинем Токио и отправимся изучать другие места в Японии. Так что ставьте лайки, подписывайтесь и увидимся в следующий раз. Пока!